Привет! Это второй эпизод из плейлиста с новых Roblox студии. Я Хронт, и в этом выпуске мы поговорим о скриптах и их типах. В предыдущем эпизоде мы разобрали интерфейс приложения Roblox Studio, его навигацию, окна Explorer и Properties и прикоснулись к панели инструментов. Если вы не смотрели предыдущую часть, я настоятельно рекомендую сделать это, так как она содержит важную информацию для лучшего понимания сегодняшнего выпуска. Итак, перейдем к нему. Но перед началом выпуска я хочу порекомендовать подписаться на мой Telegram. Там я выкладываю полезную информацию о будущих роликах, эксклюзивные скрипты и отвечаю на некоторые ваши вопросы. Ссылка на него будет в описании. Этих строк здесь не должно было быть, но они есть. Прямо в момент записи и монтажа данного ролика Roblox обновили дизайн Roblox Studio и поменяли расположение некоторых объектов. Не пугайтесь с этого, все по функционалу осталось в целом таким же. Просто поменяли набор иконок и расположение кнопок. А еще убрали вкладку View, и теперь различные окошки студии разбросаны по всем остальным вкладкам. Но об этом я буду упоминать в выпуске, говоря, как что-то открыть в старой и в новой версии. А теперь вернемся к выпуску. Перед тем, как вообще прикасаться к скриптам, нужно разобраться, а что же это такое в целом. Скрипт, простым языком, это инструкция или команда для Roblox, что за действие нужно сделать в игре и как его описать. Например, нам нужно поменять цвет деталей с белого на красный. То есть смена цвета это действие, а красный цвет это описание. Приведу еще один пример. Нам нужно сдвинуть деталь на другое место в пространстве. Значит, в данном условии движение детали это действие, а координаты места это описание. Скрипты пишутся на языке программирования Lua или Luau, который адаптирован под Roblox. У каждого языка есть свой синтаксис. То есть при написании скрипта у каждого действия есть свое слово, и у каждого описания есть свой тип данных, о которых мы поговорим в следующем выпуске. Позднее при сборке игры Roblox автоматически конвертирует эти слова и типы данных в читабельный для него формат. То есть, грубо говоря, синтаксис — это замена сложных в написании действий более простыми краткими словами. Если бы синтаксиса не было, мы все еще сейчас писали код как набор ноликов и единичек, так как только его воспринимает и использует наш компьютер. Именно благодаря скриптам наша игра не является рандомным месивом из объектов, а имеет рабочую игровую логику и механику. Итак, давайте попробуем создать наш первый скрипт. Создадим любую детальку и нажмем в Explorer плюсик возле нее. Он нужен, чтобы добавлять огромное множество самых различных объектов в нашу игру. Напишем там в поиске скрипт, чтобы отфильтровать результаты только на те, которые имеют это слово в названии. И увидим там три таких строки: скрипт, local script и module script. Каждый из этих скриптов имеет свой функционал. Перед тем, как объяснить, что же это за функционал, давайте немного поговорим о том, как в целом работает Place в Roblox. У каждого Place есть серверы, а у каждого сервера клиенты. Сервер выступает сам Roblox, и именно на его стороне происходит большинство работы с игрой. Клиенты же, в свою очередь, это сами игроки, каждый из которых имеет различающиеся данные. Сервер всегда один, а клиентов может быть столько, сколько позволяет вместимость Place для одного сервера. Но зачем же я это объяснил? Каждый из указанных скриптов работает в своей инстанции. Конкретно скрипт работает на сервере, поэтому чаще всего называется серверный скрипт. Он проводит операции и действия на стороне сервера в защищенной форме. Еще его инструкции воздействуют в целом на весь Place и всех клиентов на этом конкретном сервере. Local script работает только на стороне клиента, то есть на стороне только одного единственного игрока. Это значит, что любые его инструкции видит и принимает лишь один единственный клиент. То есть на практике это означает, что все клиенты видят изменения сервера, но ни один сервер не видит изменения на клиенте. Например, если изменить цвет детали у клиента на синий, то на сервере у других клиентов цвет детали не изменится и останется прежним. И последним типом скрипта остался модуль скрипт. Он же в свою очередь ни туда ни сюда. Он работает и на сервере, и на клиенте. Его уникальность заключается в другом. Представим ситуацию. У нас есть для двух разных скриптов идентичные действия. Например, поменять цвет детали на красный при каком-то условии. Мы же не хотим прописывать одинаковые действия в обоих скриптах и захламлять код. Но мы не можем просто взять и попросить один скрипт использовать действие второго. Именно тут нам и поможет модуль скрипт. Модуль скрипт — это скрипт, к которому могут обращаться любые скрипты, независимо от того, находятся они на сервере или клиенте, и вызывать любые его функции. Например, у нас в модульном скрипте есть математическая формула для расчета позиции нашего объекта. Эта формула используется и для серверных вычислений, и для клиентских. Если не использовать модульный скрипт, придется прописывать эту формулу дважды в разных скриптах, а может и трижды, четырежды, или вообще во всех скриптах игры. Это очень неоптимизировано. Поэтому мы прописываем эту формулу в модульном скрипте, и уже к нему может обращаться абсолютно каждый скрипт в игре и запрашивать результат данной функции. Важно четко и ясно понимать, где использовать каждый из трех этих типов скриптов. В целом говоря, модульные скрипты применяются гораздо чаще, чем все остальные, так как их свойства очень важны при разработке серьезных проектов. Однако в рамках сегодняшнего выпуска мы остановимся только на серверном скрипт. Давайте добавим его в нашу детальку. Видим, что у нас открылось новое окошко шаблонной строкой Print Hello World. Чтобы вернуться обратно к игре, нажимаем на эту кнопку. А если мы хотим вернуться к скрипту, мы нажимаем на скрипт чуть правее предыдущей кнопки, или находим его в Workspace и уже так дважды нажимаем на него левой кнопкой мыши. Немного поговорим о навигации внутри скрипта.
Если зажать Ctrl и крутить колесико, можно увеличивать или уменьшать шрифт. С помощью нашего курсора можно выбирать различные строки. Номер строки можно найти слева от нее. Чтобы перейти на следующую строку, можно нажать кнопку Enter. Теперь вернемся к нашей шаблонной строке Print Hello World. Как мы видим, в ней можно выделить две части. Print и Hello World. Это именно то, о чем я и говорил. Print это действие, а Hello World это его описание. То есть эта строка дает Roblox инструкцию. Вывести текст Hello World в консоль. А что же это за консоль? Это очень полезная вещь. Ее можно использовать как для вывода различных данных в любой части скрипта, так и для разбора ошибок, потому что именно туда Roblox пишет обо всех возникающих в ходе ошибках. Чтобы открыть это окошко, переходим во вкладку View и там жмем Output старой версии дизайна. А в новой переходим во вкладку Script и там жмем Output. Когда мы нажимаем эту кнопку, внизу экрана открывается новое окошко. Сюда будут выводиться все принты и ошибки игры. Давайте сейчас протестируем нашу игру. Сделать это можно, кстати, нажав синий треугольник в левом верхнем углу в новой версии. Нажав ее, мы буквально запустили наш Planes и можем в него поиграть. Если посмотреть в новое окошко, то мы увидим, что созданный нами скрипт вывел Hello World. Теперь я намеренно допущу ошибку в коде, добавив лишний символ в действие. Roblox сразу подсказывает, что в коде ошибки меняет цвет действия на желтый и подчеркивая его волнистой оранжевой линией. Если навестись на действие, выдаст ошибку Unknown Global, что значит неизвестная глобальная переменная. Нам это пока не важно в данном эпизоде, поэтому просто нажмем протестировать. Увидим, что в консоли появилась красная надпись. Давайте разберем ее. Ее можно разбить на три части, до и после каждого двоеточия в ней. Первое — это положение нашего скрипта в Explorer. В данном случае это папка Workspace, деталь в этой папке и скрипт внутри детали. Далее у нас идет число 1, что означает номер строки, в которой произошла ошибка. В данном случае это значит, что ошибка произошла в первой строке. В последней части у нас идет сама ошибка. В данном случае это attempt to call a nil value, что означает дословно попытка вызова несуществующего значения, в данном случае действия. Вернемся в наш скрипт. Данный print Hello World нам, конечно, игру не сделает. Для этого нужно уметь работать с десятками скриптов и тысячами строк кода. Но тут важно понимать, как писать код в целом. Чаще всего он пишется так. У каждого действия своя строка, но иногда для читаемости можно написать короткие действия в одну строку. Давайте попробуем написать разные print для вывода в консоль. Оставим наш оригинальный print, с помощью Enter перейдем на следующую строку. Там напишем наше действие print, поставим скобки. В них мы прописываем описание для действия. Поставим кавычки, это значит, что мы вводим текстовое значение. А еще бывает значение число, bool значение и другие. Все они относятся к типам данных. Подробно о них мы поговорим в следующем выпуске. Далее в кавычки напишем абсолютно любой текст, который нам душа пожелает. Я, например, напишу «подпишись». Кстати, мне было бы очень приятно, если бы вы это сделали. Далее, если нажать на треугольничек, чтобы запустить игру, и посмотреть в консоль, мы увидим, что сначала у нас вывелось Hello World, а потом «подпишись». Это объясняет то, как Roblox считывает строки скрипта. Каждая инструкция выполняется построчно. Первой будет самая первая строка. В данном случае это вывод Hello World. А уже после нее все остальные по очереди. Можем добавить еще хоть 10 принтов в наш скрипт. Например, напишем «поставь лайк». Нажми на колокольчик. Еще можно написать длинную строку. Это поможет тебе не пропускать новые эпизоды этого плейлиста. Запустим нашу игру и увидим, что все строки вывелись по очереди. Перейдем наконец к выводам эпизода. Сегодня мы разобрали, что такое скрипт, какие типы скрипта бывают и как он в целом работает. Мы также попробовали написать твои первые действия и описания. Всю информацию из этого видео важно знать и понимать. Теперь поговорим о сегодняшнем домашнем задании. Я хочу, чтобы в рамках этого эпизода ты, мой зритель, сделал новый скрипт, в котором ты попробуешь поводить различные текстовые значения и посмотреть на них в консоли. Не стесняйся проявлять фантазию и писать что душе угодно. Это в дальнейшем поможет тебе понимать структуру действия и описания. Я не думаю, что сегодня требуется показывать, как выполнить домашнее задание, так как все это уже показано в материале ролика. Ничто не стесняйся задавать вопросы в комментарии под видео. Я обязательно постараюсь ответить. На этом все для сегодняшнего выпуска и увидимся в следующей части плейлиста.